привет! С вами Ларри, и вы на канале Про Хобби. А это наша рубрика о фигурках, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. И сегодня у нас необычный выпуск. Можно сказать, что с этого видео мы запускаем серию под кодовым названием «В гостях у коллекционеров». И первый коллекционер, у которого мы побываем в гостях, будет великолепный, бессменный ведущий рубрики о фигурках Аристократ. Привет! Расскажи, какие фигурки ты собираешь, и есть ли у тебя предпочтение по тому или иному критерию? Масштаб, покрас, стоимость. За 12 лет собирания фигурок предпочтения в коллекции немного менялись. Изначально это были фигурки по американским франшизам комиксов, там, Spawn, Danger Girl и так далее. В дальнейшем, так как мне всегда нравилось аниме, я начал собирать больше около анимешную тематику, и в основном это были фигурки масштаба 1.6, 1.7, небольшие статуи, комплитки и так далее. Последние несколько лет я переключился на масштаб 1.6 фигурок от компании Hot Toys, 3A, ну и других более мелких производителей, которые делают авторские фигурки. В данный момент коллекция насчитывает около 700 моделей. Первые фигурки, их было 4 штуки, мне привезла подруга из Штатов, это было как раз в 2003 году. 2 из них были по комиксу Danger Girl, одна была фигурка по комиксу Spawn и была фигурка по франшизе Metal Gear Solid. У меня есть фигурка из Danger Girl. Да. Одну из них ты подарил мне. Да. А бывало ли так, что фигурку хотелось, а денег, либо не было, либо не хватало? Я думаю, распространенная ситуация у многих коллекционеров, и меня сейчас поймут люди. Что ты предпринимал в этом случае? На самом деле очень тяжело жить с одной почкой, 3 кредитами и ипотекой. А если серьезно, то получилось так, что в жизни, наверное, запросы по фигуркам, они росли вместе с тем, как я начинал зарабатывать, уже работал и так далее. Сначала в коллекции были более дешевые фигурки, когда начинаешь получать деньги, как-то начинаешь себе позволять немножко больше, но, в принципе, никогда не спускал все деньги на фигурки, поэтому все как-то было в разумных пределах. То есть ты умеешь вовремя остановиться? Да, и, скажем так, расставлять приоритеты. Бывало ли так, что фигурка надоедала, переставала нравиться? И если да, то что ты с ней в этом случае делал? Ритуально сжигаю свои фигурки, которые перестают мне нравиться. Шутник, ёпта. Как я уже говорил про выбор приоритетов в коллекционировании, нужно тщательно продумывать то, что ты хочешь поставить себе на полку. Так как у меня вообще есть сложность продажи собственных вещей, я их либо дарю, либо отдаю. Я очень тщательно выбирал то, что приобретать, и, в принципе, такое происходило очень редко. Конечно, что-то на самом деле продавал. То есть все вот эти 700, что у тебя сейчас в коллекции есть, это все те фигурки, которые ты любишь, ценишь, тебе каждая из них нравится, да, и ты все, не... да. Мрак просто. Даже те фигурки, которые покупал в самом начале по фирмам, там, McFarlane Toys и NEC, они до сих пор стоят у мамы в моей старой комнате, в шкафу.
Нашим зрителям наверняка будет интересен такой вопрос, как стоимость всей твоей коллекции. Но задавать мы его, конечно же, не будем, потому что, зная период коллекционирования 12 лет, мне кажется, достаточно сложно будет оценить стоимость всего этого добра. Фактически невозможно. Да, поэтому я сокращу вопрос и спрошу, сколько стоит самая дорогая твоя фигурка и самая дешевая. Ну, самая дешевая фигурка стоила где-то в районе $15. Нищеброд! А самая дорогая в районе 700. Это у них, сука, кризис, да? Извини, пожалуйста. Я больше не возьму ее на съемки. Надо было просто кому-то на кнопочку нажимать. Ужас, летящий на крыльях ночи. Выйди вон из самолета и хлопни дверью. Рубрика в рубрике «Лайфхаки от аристократа». Расскажи нам, что ты делаешь с фигурками, которые выделяют жир, гнутся, портятся. В основном, я знаю, этому подвержены комплитки, но встречала и трейдинги, которые тоже салятся. Давай, поделись. На самом деле, все зависит от качества производителя, но действительно, на самом деле, даже у одного производителя в одной линейке бывает, что какие-то фигурки начинают выделять что-то типа формалина или масла со временем. То есть какие-то фигурки могут там стоять с 2006 года и ничего не выделять, какие-то фигурки, например, за 2 года начинают выделять вот этот вот самый такой вот очень неприятный липкий слой. К сожалению, избавиться от него, я уже сейчас огорчу всех, наверное, невозможно до конца. Но если фигурку тщательно вымыть микрофиброй с фейри, ни в коем случае не трите усиленно там чем-то, железными губочками, и, соответственно, дальше кладешь на 15-20 минут в морозилку. Также, если фигурка начинает наклоняться, ничего не выделяет жир, просто начинает наклоняться, ее можно опустить в теплую воду, пластик станет эластичен, выпрямляешь конечность, ногу там, и так далее, соответственно, также остужаешь фигурку, лучше, может быть, в холодильнике или в морозилке, и, соответственно, ставишь на подставку. На месяц спасает. Ну, а как чинятся пеги у оторванных ног и рук, мы уже вам показывали в одном из наших предыдущих видео. Вот. Что ты будешь делать, когда закончится место? На самом деле, место закончилось 5 лет назад. Лет 5 назад, да. Поэтому, если изначально коллекция стояла с таким размахом, 3 фигурки на полочке, красиво, все с подсветочкой, как было у родителей, кстати, то, соответственно, с годами шкафы уплотняются. Это не очень хорошо для коллекции, то есть ее нельзя показать. Но стараешься что-то двигать, ставить под более выгодным ракурсом. Ну, короче, уплотняю свою коллекцию. Ну и, соответственно, приоритет в фигурках выбираешь все более тщательно. То есть уже не каждую вторую, а каждую там пятую. Да. Ну, к этому накладывается необходимость денежек на эти фигурки, места на эти С ростом курса доллара тоже, соответственно, все стало не очень радужно. Если там раньше с зарплаты мог попасть 3-4 фигурки, то сейчас, соответственно, это одна фигурка. Вот, 1-2. Вот, и, соответственно, конечно, тщательно смотришь на даты выходов, если место на полке и так далее. А можешь ли ты дать какой-нибудь совет начинающим коллекционерам? Ну, на самом деле, тщательно выбирать предмет коллекционирования и, скажем так, тщательно выбирать фигурку, которую ты хочешь купить. Не размениваться на поддельные фигурки. К сожалению, сейчас очень многие начали возить так называемые бутлеги и продавать их зачастую за цену реальных фигурок. Некоторые анимешные магазины
в России этим грешат. Вот, некоторые торгуют просто бутлегами за цену вполне себе оригиналов. И очень удивляются, когда говоришь им, что они торгуют не оригиналами. И лучше разобраться в теме и заказать фигурку самостоятельно, чем платить, опять же, перекупщикам и людям, которые накручивают на фигурку гигантские деньги. Не бояться иностранных сайтов. Ну, в конце Не надо бояться иностранных сайтов, если есть доставка Google в Россию. Translator. Да, если есть доставка в Россию, как правило, все привозят и привозят совершенно нормально. Вот, если еще не налажать наши таможни, так все вообще замечательно. За мою практику с 12 лет мне не дошло реально две посылки. Поэтому, такое бывает, но это бывает зачастую очень редко. Если вы покупаете фигурки на eBay или на аукционах, то просто надо читать тщательно про продавцов, про тех, кто продает, и отзывы, и рейтинги и так далее. Что ж, это было все очень замечательно. Спасибо тебе, что ты принял нас в своей... В чем? Квартирки. Квартирке, да. Квартирки. Квартирке. Да. Музей. Да. Да, музей. Вы уже, наверное, оценили масштабы музея. Ставьте лайки. Странно, что не спросила, тяжело ли жить в музее, на самом деле. Да, я как-то представляю примерно. На самом деле не тяжело. Мне кажется, я герметичные витрины. Мне кажется, Да, еще, кстати, совет для начинающих коллекционеров. Делайте витрины, которые не пропускают пыль. Кстати, да. Вот. Ах ты ленивая жопка. Давай прощаться. Нет. Я хочу еще немножко с вами побыть. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ладно. Ставьте лайк видео. Подписывайтесь на канал. Рассказывайте о нас своим друзьям. А мы и дальше будем радовать вас встречами с крутыми коллекционерами. Пока.